Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава. Здесь рядом со мной сидит Сергей. Вот здесь такая вот коробка, такая книженция. Показано, какие здесь ароматы представлены. Начну с первого аромата. Первый аромат называется Aqua Universalis Cologne Forte. Я чувствую прям свежак-свежак. Я чувствую еще цветочную ноту. Запах чистоты такой. Ну да, есть. Это к альдегидам относится или это просто такие цветы? Наверное, может быть, цветы. Как раз такие цветы отвечают как нероли, цветок апельсина. Такой запах чистоты, стирального порошка. Прям только что постиранного белья, которое висит, развешенного, висит на воздухе. Вот такой прям воздушный аромат. Ну да, если вам нравятся ароматы после стиральных порошков, это что-то вот в этом духе. Теперь посмотрим, какие ноты на фрагрантике. Ты носил бы вообще такой аромат? Я бы, наверное, да, носил, мне он нравится. Ну, здесь мало нот заявлено, именно цитрусово-мускусно-цветочный, бергамот, сладкий горошек, чубушник и белый мускус. Ну, кстати, сладкого горошка что-то типа сластинка такая, да? Угу. Следующий у нас аромат будет Aqua Celestia Cologne Forte. Но он, опять же, тоже цитрусный. Да? Скорее всего, тоже будет мускус. Тоже в какой-то степени можно сказать, что это запах чистоты. Но больше в цитрусовую сторону. Да. Ну, тоже классно. Мне, на самом деле, больше нравится, потому что я люблю более цитрусовые ароматы. Предыдущий, он больше порошковая история. А этот уже более цитрусовый, но тоже порошок этот ощущается, поэтому... Тоже не мой будет профиль, но он классный. Он более сложный. Я бы ощущал их. Он более сложный, чем первый аромат. Здесь, видимо, больше нот. Давай посмотрим, какие там ноты. Ну, здесь заявлен те же самые бергамот, жасмин, который по запаху похож на чебушник, и мускус, но добавили в верхних нотах черную смородину. Это вот, видимо, та сластинка и ягодно-фруктовая история. И в средних мимозу, то есть то, что ты за цветочный читал. Да. Я на самом деле не люблю мимозу. Это не моя любимая нота в ароматах. Скорее всего, я вот не вижу на себе этот аромат точно. Но, честно, первый, наверное, мне даже больше понравился. Не моя история. Дальше. Я пока посмотрю, как называется. Aqua Vita Cologne Forte. И тоже какая-то цитрусовая история, да? А какая концентрация? Да, я посмотрю. Колонь тоже. Колонь. Я, наверное, скажу по поводу этого аромата. Мне он больше всего нравится пока из этого, то, что мы нюхали. И что-то здесь пряное. Что-то дает какую-то пряность. Я бы сказал, что он похож на предыдущий, но менее цветочный. Менее цветочный. Я думаю, что, наверное, более здесь нежный. И какие-то уже древесные ноты есть. Что-то есть, наверное, древесное. Возможно, даже какие-то смолы. Возможно. Он менее сладкий, кстати, чем второй вариант был. Ну, как по мне, это тоже все та же цитрусовая история. Они очень похожи друг на другу. Но этот более какой-то сглаженный. Может, как раз-таки нервный здесь. Вообще стоит посмотреть на эту линейку, выбрать акву, которая больше всего вам подходит. Интересно, потому что они все про свежесть, про чистоту. Но что-то более порошковое, что-то более в сторону желтых цветов. Это, возможно, в сторону белых цветов больше.
да. И мне вот это больше нравится. Приятный аромат. И я считаю то, что он более внятный, он уже более выразительный, чем те. Те такие больше воздушные, такие запах чистоты, а это уже более такой интересней. Нет, но он также такой легкий. То есть он интересней, но он воздушный, легкий аромат. Ну что, смотрим на это. Да. Наверное, здесь даже корица. Ну, какая-то специя здесь. Что-то есть такое согревающая нота какая-то. Ну что ж, специи здесь не заявлено. Верхние ноты все те же цитрусы, мандарин, бергамот. Средние какие-то абстрактные цветочные ноты. Солнечные ноты, чем бы то ни было. Как ты себе представляешь слово солнечная нота? Солнечная нота, наверное, какая-то специя, согревающая. Амбра, может быть, скорее всего. Смолы. Я вообще не понимаю, что такое солнце. По-моему, солнце не пахнет. Поэтому что они имели в виду? В каком-то, кстати, аромате была нота солнца, что-то такое. И база мускус сандал, то есть древесинку добавить, получается, да. Ну вот сандал. Вот, скорее всего, сандал как раз дает вот эту теплоту. Сандал. Это же специя тоже. Вот что я имел в виду. виду. У него есть пряный оттенок, да, иногда. Следующий аромат, это у нас Аме а ла розе. То есть а-ля мужская роза. То есть Аме это мужчина, а роза понятно. То есть прям вот гендерная направленность есть роза для мужчин. Ну и на старте, конечно же, роза. Да, и роза реально не такая, как в женских ароматах, такая мыльная в какой-то степени. Ты имеешь в виду здесь мыльная? Диффузная? Нет, вот именно в женских. А здесь именно роза такая сдержанная. То есть она такая холодная роза. С каким-то холодным оттенком. Ну, я знаю, что розу часто делают такой пудровой, она такая кремовая даже. Здесь этого нету, да. Она более прохладная, что ли. Прохладная, да, такая. Но тоже освежающая. Вообще интересный аромат, мне он прям понравился на самом деле. Ну, классно, но несмотря на то, что он называется Аме, я вижу на девушках, на парнях одинаково. Он универсальный, похоже, что тоже в сторону легких ароматов, потому что эта роза не такая убойная, к примеру, как у Мандалии. Интересный аромат, я даже... И также я здесь чувствую ноты чистоты. Цитрусы, скорее всего, да, здесь я тоже чувствую цитрусы на старте, будут какой-нибудь а-ля бергамот. Что ж, здесь нету деления на уровне, здесь сплошняком идет майская роза, дамасская, грейпфрут, шалфей, лабданум. Кстати, не ощущаю лабданум. Лабданум он дает такой смоленистый восковой оттенок, а здесь что-то такого я не слышу. И амбервуд. Амбервуд это такая моя искусственная молекула, которая прелестно, не знаю, свежая. Следующий аромат Gentle Fluidity Silver. Это очень сложно. Какая-то сладость. О, до меня уже тоже дошло. Прям, знаешь, уже напоминает бакару что-то вообще. Броксан и все такое. Мне бакару не напоминает. Нет? Нет. Ну, сладость какая-то вообще не хочу. Какая-то сладость такая фруктовая. Он будет заметнее, чем вот предыдущие воды и колонии. Угу. И в нем есть какая-то такая, знаешь, еще я чувствую ореховую какую-то нотку. Да, я такой думаю, да. То ли грецкий, то ли орех, фундук. Возможно, здесь вот, знаете, конфеты пралине с орехами, с каким-то вот этим сладкой начинкой. Что-то есть такое. Не, ну вообще классно. Я вот этот как раз аромат вижу больше на девушках, на женщинах.
он в цветочно-гурманскую сторону, но я все еще чувствую свежесть. Наверняка цитрусы. Да. Хороший аромат, но я, наверное, такое бы не надел. Только чисто попробовать для эксперимента. То здесь есть заявленные ягоды можжевельника, которые тебе обычно нравятся, насколько я знаю. Но здесь есть еще мускус, кориандр. Вот, я был прав. Мускус. Древесные ноты, мускатный орех, амбра, ваниль. Амбра, ваниль, мускатный орех. Ну вот это, можно сказать, пралине конфетка. Ваниль, амбра, который дает вот эту карамельность, какую-то сладость. Да, и пряность, что ли. И цитрус дает конфетность. Кстати, на фрагрантике указано, что он больше мужской. Несмотря вот на всю эту сладость, ванильность. Oud Satin Mood Extract de Parfum. У них есть две вариации. Oud Satin Mood просто и Oud Satin Mood Extract. Хочу обратить ваше внимание, смотрите, какая темная жидкость. Это самая темная жидкость из этого набора. И все. Этот уд уже начинает здесь заполонять все пространство. Прекрасный запах. Ой, можно я скажу? Конечно. Ну, конечно же, здесь уд и роза. То есть это классическое сочетание для курджаны. Он делает шелковистый уд, очень объемный, очень полнотелый, он очень приятный. И роза здесь такая нежная и такая тоже шелковистая, возможно, даже пудровая немножечко. Но здесь еще добавлено к этому всему, насколько я помню, ваниль. То есть здесь еще какая-то сладость присутствует. Что-то медицинское я здесь чувствую. И, скорее всего, за медицинский подтекст отвечает шафран. Ну, и также... Шафран дает вот эту сладость какую-то, да, свою. Также у уда есть медицинский подтекст. Есть у курджаны еще просто уд. Для меня он пахнет йодом и бинтами прям. Помимо шелковистого вот этого уда. Вот здесь-то тоже немножко есть, но очень мало, я бы сказал. Достойный, хороший аромат. Я его тоже люблю носить. Кстати, и вообще удовая линейка курджана, она хороша. Заявлено здесь, опять же, розы, дамасская и турецкая, уд, здесь ваниль, здесь амбра, фиалка, герань и цейлонская корица. Вот всю вот эту сладость гурманику дает ваниль, амбра, корица. Еще хочу заметить про этот аромат. Он очень стойкий. Даже после душа он может остаться на вашей коже. Вы от него не так просто отделаетесь. Надежду вообще не рекомендуем наносить, если только вы не хотите ощущать его неделю. Что ж, у нас осталось два аромата. Это две версии Бакары. Самый известный аромат этого дома, Франциско Куркаджана. И две версии, это Eau de Parfum и Extract de Parfum. Но мы все знаем, чем пахнет Бакара. Если нет, то это сладкие петушки, жженый сахар. Что-то такое очень свербящее на самом деле. И я ощущаю медицинский оттенок тоже. Люди делятся на два лагеря, которые одни ощущают сладость, вторые ощущают йод, какие-то бинты, да? Ты что ощущаешь? Вот у нас с Сергеем разные вот ассоциации по поводу бинтов и медицины. Вот этот аромат я вообще не ощущаю медицинским. Для меня он очень красивый, дорого звучащий, сладкий аромат. А предыдущий аромат для меня он более медицинский. Oud Satin, да, вот.
Он для меня более медицинский. Мне аромат нравится. То есть я не бешусь от него. Но единственное, что он настолько популярен, его столько много носят, что хочется чего-то другого. Что ж, верхние ноты шафран, жасмин. Ну, кстати, шафрана-то я не ощущаю. Может быть, вот эта вот йодистость — это шафран? Вот шафран отвечает как раз за вот эту медицину, да, тебе как раз. Амбер-ут и серая амбра в средних, и в базовых еловая смола и кедр. Ну вот я прав был, да. Но вот смола прям... Ну, смолы дают вот эту как раз сладость, древесность. Ну, знаешь, это очень сладкий аромат, и вот древесных оттенков я почти не ощущаю. Я ощущаю. Да. Ну, хвойность вот эту небольшую, да. Как ты считаешь, более для женщины или для мужчин? Вообще унисекс считаю. Ну, потому что и древесный, и сладкий. Да. Ну, ты думаешь, одного пшика было недостаточно? Мало ли. Это уже все по коре. Ох. О, божечки. Они отличаются. Очень сильно отличаются. Отличаются. И я бы сказал, что это баккара в квадрате. То есть это еще более интенсивно. Если вот та баккара, она, как ни странно, более легкая здесь. Мне даже это больше нравится. Она прям какая-то еще больше карамели. И прям реально соленая, что ли. Да. Прям, скорее всего, даже, знаешь, ириска, знаешь? Да, конфеты ириски. Да, прям послепательно, извините. Нюхаю этот аромат, и у меня во рту уже он заполонил просто и нос, и рот, и у меня как будто во рту уже ириска. Хорошо, что это последний аромат, потому что мы бы ничего больше не почувствовали после этого. Да. Но он хорош, он классный, если хочется быть абсолютно заметным. Вот он лайфхак. Здесь те же шафран, амбра, ну тут уже серая она почему-то. Добавили в верхних нотах горький миндаль. Миндаль я вообще здесь не чувствую. В средних нотах египетский жасмин и кедр. В базовых просто абстрактные древесные ноты и мускус. Хотя вот ты сказал миндаль, и я сказал, что я не чувствую, а потом я представил какой-то миндальный сироп, такой сладкий миндальный сироп. Вот прям очень сладкий. Да, прям такой. И для кофе, вот, который добавляют. На третье место я бы поставил ут, сатин мут. В топ-3 входит баккара. То есть я считаю это очень классным ароматом. И тот, и экстракт де парфум? Нет, экстракт я оставлю в стороночке, пока он слишком переслащен, на мой взгляд. А вот Eau de Parfum да? Я оставлю на третье. Но я не буду его носить, конечно, я больше вижу его на женщинах. Но я считаю, что он хорош. Да. Что у тебя на втором? На втором у меня месте экстракт де парфум. Он мне понравился, да. Классный аромат. Обожаю. Обожаю вот эти сладкие ароматы, именно которые не удушливые, а хотя многие считают, что это очень удушливый аромат. Не знаю, это какое-то исключение из правил, из моих. Ну, признайся, что ты любишь жженую карамель. Да. И у меня на втором месте будет, конечно же, баккара. А у тебя? В экстракте. В экстракте, да. У меня на втором месте, как ни странно, самый первый аромат, который запах чистоты, это Aqua Universalis Cologne Forte. Я считаю, что это из колоний, из аквы самый классный. Он больше всего универсальный. Он так и называется Aqua Universale. То есть универсальная водичка на любой случай, на любую кожу, для женщин, для мужчин. Никого не убьет, не удушит. Я считаю, это очень достойно. На первом это мужская роза. Это для меня просто открытие сегодня, на самом деле. Мне понравилась эта роза. Хорошо. Это четвертый, да, у нас? Да.
Я даже хотел бы нанести его на кожу. Oud Satin. Это, конечно, это просто моя успокаивающая, убаюкивающая история. Я расплываюсь в улыбке, когда я его слышу. Ну что, расскажите нам ваш топчик, если вы знаете эти ароматы. Вам спасибо за просмотр. Поставьте лайк этому видео, если вам понравилось. Бейте в колокол, чтобы не пропускать новые наши видео. Всем вам хорошего вечера. Goodbye.